художника Сандро Боттичелли известна даже тем людям, которые просто искусством почти не интересуются. Просто оно постоянно на слуху. И, конечно, очень широко известна его картина «Весна». Судьба этой картины «Весна», которая была написана в 1478 году, посудите сами, более 500 лет назад, судьба этой картины необыкновенная. Она разделила трагическую участь Джоконды, «Черного квадрата» Казимира Малевича. Эта картина, ее растащили на цитаты, ее растащили на календари, платки женские, на дизайн. Ее растащили целиком, по элементам. Хотя, конечно, судьба невероятная. Ведь «Примавера» – это абсолютно элитарное произведение искусства. Изысканный, таит в себе огромное количество стилистических загадок. Прославлено было в начале XX века. И находили основу стиля либерти, то есть раннего модерна. И вдруг именно это произведение, наряду с Джокондой, становится предметом такой невероятной агрессии. Хотя, может быть, эту агрессию понять отчасти можно, потому что уж красиво сверх меры. А раз красиво сверх меры, то почему бы ее не на абажуру, не на платок, не на чашечку? Короче говоря, судьба этой картины необычна и двусмысленна. А вот сегодня мы хотим вернуться к ее изначалью, к тому, как она была написана, что послужило основой для ее написания, и чем вообще или кем был Сандро Боттичелли и его знаменитая картина «Примавера» в те далекие времена, в последней трети XV века. По своему рождению, по своему обучению, по своей жизни Сандро Боттичелли, или как его звали, Александро Филиппелли, он родился, по-моему, в 1447 году, был флорентинцем. Для того, чтобы представить себе, что такое Флоренция второй половины XV века, никакого воображения не хватит, никаких наших самых смелых представлений об этом времени, когда маленький город вскипал гениальностью, потому что не было поэта, не было писателя, не было художника эпохи Возрождения второй половины XV века, который не прошел бы через флорентинскую школу. Мастерские художников, кипение жизни, огромное количество приезжих купцов, торговля, политические интриги. И над всем царила династия Медичи. Медичи – пример того, что такое просвещенные деньги в культуре. Просвещенные деньги, когда банкиры, предприниматели делали деньги для того, чтобы дать их тем, кто создает бессмертие. Эти деньги не в карманы уходили бездарям и проходимцам, а это деньги, которые служили основанием для творения золотого фонда мировой культуры, золото бессмертия. Это люди, которые знали, что их бессмертие зависит от этого гения, от этой реализации. И в этом была их собственная гениальность. Ему не жалко было вкладывать деньги в бессмертие. Он менял деньги на бессмертие. По-моему, это очень даже хороший обмен. Потому что сами Медичи были такими же великими людьми, как Боттичелли, Микеланджело или Леонардо да Винчи, флорентинцы. Все кипело в этой маленькой чаше, все вскипало. И Сандро Боттичелли был одним из подлинных центров этой жизни.
Потому что Сандро Боттичелли был великим художником, но он также был придворным. И он был не простым придворным, он был театральным художником. Он ставил театральные постановки дома Медичи, он оформлял охоты, он оформлял турниры. Он был обаятелен, обходителен. Он обожал Лоренцо Великолепного. Он был практическим членом семьи. Но более всего он был другом младшего брата Лоренцо Великолепного. Он был другом Джулиано Медичи. Джулиано Медичи, брат Лоренцо Великолепного, младший, был идеальным рыцарем своего времени, как описывает его история, как описывают его историки. Он был таким идеальным рыцарем. Он никогда не скандальничал, не судачил со своим братом, не делил с ним ничего. Он был прекрасным братом и был идеальным рыцарем. Он осуществлял какую-то ту функцию при дворе Лоренцо Великолепного, которую сам Лоренцо и очень многие другие люди выполнить не могли, потому что они были заняты политикой и делами. А он был золотой молодежью. Его занятием были охоты, турниры, праздники, любовь. Он был чем-то очень похож на герцога Арсения из «12-й ночи». Джулиано Медичи по законам того времени, по высшим законам того времени, был отчаянно влюблен. Он был влюблен в совершенно очаровательную женщину, прелестную женщину, потому что в городе любовь была разлита, в городе царила любовь. Обязательно кто-то должен был в кого-то быть влюбленным, что не означало, что послезавтра кто-то кого-то не убьет или не отравит. Вот все должны были любить красавицу. И этой первой красавицей Флоренции тогда была Симонетта Веспуччи. Это вот прекрасная дама времени. Вот такие густые золотые волосы, украшенные какими-то драгоценностями. Это выбритый, выпуклый лоб. Такой немножечко вздернутый уточкой нос, остренький подбородок, чуть такие впалые щеки, огромные синие глаза, покатые плечи, печальная задумчивость в глазах и вместе с тем необыкновенно манкочувственный внешний облик. Она сидела на турнире, в ее цвета были одеты люди, выступающие на турнире, в ее цвета была одета свита Джулиано. Он говорил: посмотрите, как она прекрасна. И все говорили: о, как она прекрасна. Это самая прекрасная женщина в мире, это богиня. О да, это богиня, это самая прекрасная женщина в мире. Они все обязаны были быть в нее влюблены, потому что они были друзья князя. Симонетта умерла очень рано, она умерла в возрасте 29 лет. И когда были похороны Симонетты Веспуччи, Лоренцо указал своему другу на далекую звезду и сказал, что она была так же прекрасна, ушедшая Симонетта, как и та далекая звезда. В 1977 или 1978 году во Флоренции произошло очень странное событие и очень тяжелое событие. Некто Пацци, которые были одним из самых знатных родов Флоренции, составили заговор. И заговор против Медичи. И когда они после мессы сходили со ступеней собора Санта-Мария-дель-Фьоре, то есть кафедрального собора, Пацци хотели убить Лоренцо Медичи. Но Джулиано заслонил собой своего брата. И даже перед смертью, как говорят, произнес что-то вроде прощального монолога, в котором он сказал, что, наконец, он может жизнь свою отдать за брата своего, вот, за великого человека. И вот когда исчезли они оба, когда умерла Симонетта, и когда так романтично и драматично погиб Джулиано Медичи, они превратились в настоящих героев для Боттичелли. Они стали его сном, они стали его наваждением. Они стали его уникальными и единственными героями. Он писал их бесконечно. И если при жизни
он был другом Джулиано, а поклонялся Симонетти как прекрасной даме Джулиано, то после смерти их обоих места переменились. И Симонетта в его творчестве заняла первое место. Именно после смерти Джулиано в 1978 году, в 1979 году он пишет свою картину «Примавера. Весна». Не только тогда, когда ушла Симонетта, а тогда, когда Джулиано ушел тоже. Для поэта и романтика это имеет очень большое значение. Вот Сандро Боттичелли был первым настоящим европейским поэтом-романтиком, в центре творчества которого стоит любовь и трагическая утрата любви. «Примавера» – картина действительно необыкновенная, потому что, когда вы ее видите в Уффици, вы немножко не верите своим глазам. Такая это красота, вот слово есть такое, красота. Это красота вот на все времена. 20 век эту красоту обожает. Это красота особая, ущербная немножко красота. Она не похожа на другие картины Возрождения, потому что вообще художники эпохи Возрождения, они повествователи, они рассказчики. Там повествование, то, которое любили художники эпохи Возрождения, когда они показывали драматургию происходящих событий, взаимодействие героев. Здесь ничего этого нет. Они как бы рассеянные по полю картины. Они как бы разделены на группы, вовсе между собой не контактирующие. Они как тени в каком-то заколдованном лесу, и ни одна из этих теней не касается другой, хотя они разбиты на группы. А дело в том, что принцип организации, художественной организации пространства очень необычен. Она написана музыкально-ритмически. Весь ее строй музыкально-ритмичный или поэтичный очень. А если посмотреть на эту картину, то вся абсолютно композиция, которая читается справа налево, как музыкальная тема. 3 фигуры справа, которые составляют аккорд, 2 вместе. Ветер Борей и Хлоя, 2. И 3 нота, отделяющаяся от них, Примавера, весна. Пауза, цезура, фигура отдельно стоящая, совершенно отдельно, такой одинокий полос. Над ней царит Купидон, маленький беспощадный бог, слепой, конечно же, слепой. Он не ведает, в кого и как он попадет. В ней есть такая хрупкость, в ней есть такая зябкость, что она вовсе не похожа на победительницу Венеру, а скорее даже, может быть, на Мадонну, а может, на готическую Мадонну. И она делает странный такой жест рукой, как толчок. И как бы от этого толчка вдруг еще знаменитый танец 3 граций, который кружится в этом лесу, и который расшифровывается как трактат о любви, что любовь – это любовь земная, это любовь небесная, и это любовь мудрость. И одна без другой не существует. И эти 3 грации тоже сцеплены с собой. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Аккорд. Опять 3. Опять цезура. И вдруг мужская фигура. Мужская фигура. Фигура Меркурия. И если все женские фигуры повторяют один и тот же незабвенный образ, образ Симонетты Веспуччи, то фигура Меркурия, несомненно, воспроизводит образ Джулиано Медичи. И она держится, вся ее композиция держится на ритме, не на повествовательном содержании, не на повести, а именно на том, на чем держится музыка и поэзия, на ритме.
пространство между этими линиями, между этими ритмами заполнено каким-то божественным орнаментом деревьев. И как живут, интересно, эти деревья. Если будете смотреть справа налево, вы увидите, что деревья справа голые, на них нет ничего. Они еще не распустились, на них нет даже листвы. И у нимфы Хлои изо рта свешивается веточка хмеля. А хмель варили, ну, примерно как у нас масленица. Первый алкоголь или пиво варили, вот когда хмель зацветал. Вот это значит, пришла весна. Потом в том месте, где возникает флора, весна сама, они начинают давать плоды. А там, где стоит Мадонна или Венера, я уже даже не знаю, как и сказать, на деревьях вдруг одновременно и плоды, и цветы флёр-д'оранжа, и левая фигура, фигура Меркурия. Он кадуций поднял вверх свой волшебный жезл кадуций, как бы касается деревьев, как бы гасит, что ли, их. И тухнет лето, тухнет пора расцвета, наступает осень, Меркурий ее гасит в сентябре. Но самое поразительное, конечно, это то, что так, как он писал вот эти вот струящиеся одежды, как будто бы вода стекает, такие завивающиеся в разный орнамент, эти стекающие из тела одежды. Я бы хотела сказать об этом, потому что тема тела и драпировки – это, конечно, тема и античности, это и тема средних веков. Для античности драпировка всегда подчеркивает чувственное начало в теле. Она всегда не просто сама по себе играет, она подчеркивает движение, она подчеркивает силу, она подчеркивает чувственно-мышечное начало. В средних веках эти драпировки, их очень много, они скрывают тела. Тела становятся бестелесными. А вот у Боттичелли эти вертикальные линии, же вертикальные стекания. Это вертикальное стекание. Эти линии стекают вертикально, вертикально. Они завиваются, они извиваются. Они делают и то, что делает античная драпировка, то есть подчеркивает тело. А она делает и то, что делала средневековая драпировка. Она его ликвидирует, делает его внечувственным. Они никогда не наступают на землю. Они парят на вершок над землей. Это необыкновенно изысканные, романтические, прекрасные образы, написанные художником вне времен и народов. Боже, как же он писал линии, как он писал музыку линий. Это не только невозможно повторить, это даже невозможно описать словами. Правильно всегда о нем пишут, что он непревзойденный поэт линий. И вот сколько лет я смотрю на трех граций, я смотрю на эти прозрачные драпировки, совершенно непонятно, как они написаны, как эти тела написаны, касающиеся и не касающиеся земли. Мне кажется, что в искусстве XX века есть все-таки один художник, которого мы можем назвать не учеником, но очень глубоким последователем Боттичелли. И я могу назвать только одного человека. Хотя стиль Боттичелли, хотя образы Боттичелли, они мелькают, они постоянно мелькают, даже в песенках Вертинского. А вот последователь у него, вернее, человек, который никогда этого не говорил, но я абсолютно убеждена в том, что это так. Есть только один. Это Амадео Модильяни. Образы Амадео Модильяни очень близки образам Боттичелли. Амадео Модильяни – итальянец, флорентинец, кончавший Флорентинскую академию. Он, как никто, знал и вещи Боттичелли, и его иллюстрации божественной комедии, которую Боттичелли делал. Модильяни, так же, как и Боттичелли, великий поэт линии. Все его фигуры, они не просто очерчены, форма как бы создается через линию, но это вот стекающая вниз линия. Это линия, которая создает
ритм определенной жизни формы. И у него не только есть эта магия ритма, которая так характерна для Боттичелли, но даже по внутреннему состоянию он очень близок к Боттичелли. Вот эти вот его глаза без зрачков, эти длинные вытянутые шеи, покатые плечи, как напоминают они о Симонетту. А самое главное, во всех его вещах есть та же самая интонация глубокого и абсолютного одиночества, которое свойственно Боттичелли. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах печаль. Ничего теперь не надо нам, и никого теперь не жаль. Вот это вот состояние абсолютного одиночества, покинутости, это не было характерным для эпохи Возрождения ощущением мира. Оно скорее было свойственно очень чувствительной поэтической натуре самого Боттичелли. И в его женщине, в этой Симонетте Веспуччи, и в его героях живет всегда одновременно два чувства. Вот этого цветущей мощи, жизни, женственной прелести. И вместе с тем вот это предчувствие смерти, предначертание смертных мук, как писал Заболоцкий о Струйской. Полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предначертание смертных мук. Это очень подходит к тому двойственному состоянию, которое передает нам Боттичелли и которое так внятно людям XX века. Я вообще очень люблю его творчество, но оно необыкновенно неровное. На меня большое очень впечатление в Берлине произвела его картина «Пьета». Я, когда видела ее в репродукции, я никогда не ожидала, что она так прекрасно написана, и что она такая совершенная по форме, и что вместе с тем она такая трагическая и энергетическая, и что в самом этом теле изломанном, сломленном, вот молодом теле, которое сломлено пополам, это то ли оплакивание Лоренцо, то ли оплакивание Юлиана, то ли оплакивание того времени, которое было для него всем, его жизнью, его дыханием, его дружбой, его любовью. Это такой всеплач, общее рыдание. Это очень мощная картина, так же, как «Покинутая». Это фигура, сидящая на ступеньках за закрытыми дверями, и все, жизнь кончилась, двери закрыли, и лоскут синего неба там, за стеной. И никогда уже двери не откроются, и никогда ничего не вернется. Это очень трагический финал. И все-таки из всех картин, которые видела я, наверное, «Весна», она производит самое мощное и глубокое впечатление. И потому, знаете, в искусстве очень важно, когда ты все сказал и не сказал ничего. Вот ты высказался полностью, ты все сказал. Он сказал в этой картине все. Да, все. И вместе с тем вы можете говорить и говорить и говорить, этот клубок разматывать, сматывать, потому что вы никогда не можете до конца это назвать. Потому что великое произведение, живущее в веках, оно потому великое, живущее в веках, что в нем есть тайна, настоящая тайна. А тайна неназываема. И вот в «Примавере» очень глубокая тайна. И поэтому до конца она неназываема.